Мы уже на корабле Сплендида. Вот столько вот таких шлюпок спасательных висит. Сейчас мы зайдем на борт, нас огромнейший. И первые 2 дня мы проведем в море. И, надеюсь, успеем насладиться этим прекрасным кораблем, потому что тут очень много всего интересного. Это будут занимательные шоу, бассейн, стим. Ну, вообще, очень много развлечений на корабле. Вдобавок к тому, что здесь буквально беспрерывно можно есть просто с утра до вечера. Потому что очень много ресторанов на всех этажах. И, собственно, они работают чуть ли не постоянно. Итак, с вами Вояж Дилетантов. Мы отплываем на прекрасном корабле Сплендида. И 10 дней мы будем в море. И надеюсь, что это будет шикарно. И тайфун нас не догонит, и мы его не догоним. Все, оставайтесь с нами. С вами Вояж Дилетантов. Наш лайнер направляется к японским островам. Проведя 2 дня в море, мы прибываем в первый японский порт Йокогаму, который будет также конечной точкой круиза. И дальше нас ждут Саката и Канадзава. После Канадзавы мы заходим в южнокорейский порт Пусан и вновь возвращаемся в Японию, посетив Кагасиму, город, расположившийся прямо у подножия вулкана. И прощаемся с нашим чудесным лайнером в Йокогаме. Ну что, как тебе в Японии? Ну, пока я еще ничего не поняла. Набирайте водичку. На самом деле водичку лучше всегда набирать ту, которая течет, потому Можно что я не все подойду, аккуратно водичку моют руки. наберу? Я для ускорения наберу просто здесь. Набирайте 1 ковшик, он на всю процедуру у вас, эта водичка. Вначале моете, поливаете, получается, левую руку, затем поливаете правую руку, затем не из ковшика, а набираете в руку воду, пьете, полоскаете рот, тоже, чтобы во рту Не глотаете? было чисто. Нет, не глотать. Этот момент на самом деле лучше пропускать, потому что в большинстве мест вода не питьевая. Но обычно это пишется. Если здесь у нас нигде не написано, значит можно. И остаток воды выливаете таким образом, чтобы он помыл ручку. То есть, чтобы после вас было тоже чисто. Держите. Потом правую. Спасибо. Потом попил. И потом, чтобы вот так Да. ручка. Да. Такие деревянные таблички мы видели около каждого синтоистского храма.
Люди оставляют пожелания, и в начале года это все сжигается, и таким образом пожелания попадают к богам. И около храма можно купить себе вот такое предсказание. Вы отдаете 100 йен, это примерно 50 рублей. А потом вот в этих деревянных коробочках трясете их, достаете палочки с номером, и вам дают предсказание. И потом вы идете и вешаете вот сюда, завязываете вот это предсказание. Потом приходит человек, снимает это все с таких мешочков, он это уносит. Над этими бумажками произносят заклинание, то есть происходит обряд, и потом после этого все это сжигается. То есть вот что вам выпало, какая удача, и все это потом сбудется. Так что мы бы, наверное, тоже сейчас купили, если бы успели поменять деньги. У входа в синтоистский храм вот такие вот тапочки. Они прямо деревянные. Вот так в Японии на гриле делают языки. Вот смотрите, они вот так лежат замороженные, а потом их вот так просто жарят. Никогда не делала так на гриле, но оказывается это очень просто, кто бы знал. Сейчас поменяем деньги и попробуем. В Японии используется исключительно местная валюта везде, даже в туристических местах. И чтобы не омрачить свое путешествие прогулкой по Японии без денег, позаботьтесь об этом заранее. Это был наш первый город в Японии, и, конечно, ни у кого из туристов не было местной валюты. Если вы едете на групповую экскурсию, настаивайте, чтобы в первую очередь вас отвезли к банкомату. Не повторяйте наших ошибок. Красивый пруд, черепашки, цветущие лилии, а вокруг множество белых флагов с разными иероглифами. Что это такое, мы так и не поняли. Если вы знаете, напишите в комментариях. Ух ты, это кто? Это кто? Черепахи. Точно. А пока Володя искал банкомат, я набрела на прокат кимоно.
Так вот откуда здесь столько колоритных девушек и парней, таких нарядных и счастливо разгуливающих под щелчки фотокамер. Выгул такого праздничного кимоно стоит от 3000 йен и выше, в зависимости от модели. У нас было всего полчаса до автобуса, и мы сторговались за 2000 йен только за примерку. Оказалось, что это далеко не простое дело одеть кимоно. Но, по-моему, получилось очень красиво. Значит так, сначала на меня одевается рубашка такая белая. Потом мне такой широкой тканью утягивается грудь. Вот знаешь, так перевязывается прям конкретно. Потом одевается один поясок, потом складочки разглаживаются, потом одевается по-другому еще один поясок, потом еще вот здесь у меня розовый под зеленым поясок, вот такой вот. И потом уже, я не знаю, как они в этом ходят, но я уже как мумия в саркофаге. Нет, у меня такое впечатление, что я в каком-то корсете нахожусь. Руки разведи в стороны. Да, О. то есть это реально это сложно, и как она говорила, что это этому обучаются, да, там еще есть какие-то степени у них. Это очень реально сложно, потому что надо одеть, затянуть, разгладить складочки. И вот я уже 15 минут вот до конца еще никак не... Видишь, вот здесь вот что-то еще торчит. Ну, то есть, ну вот здесь вот перетягивается грудь конкретно. Я не знаю. Дышать тяжело? Ну, как бы вот, я вот полной грудью вздохнуть не могу. Ну вот, да. And what is it? Да. And finish. And maybe something... На голове это уже дорого будет. Ну, окей, я хотя бы сейчас сама там что-нибудь... Видишь, какие носочки? Да, вижу. Они мне, у них носочки маленькие, я не могла найти свой размер. То есть вот, ну, можно я, да, выйду как бы туда сейчас. Подошли к рыбному магазину в Японии, в городе Камакура. И рядом с магазином стоит такая милая бабушка. И вот в такой духовке она жарит рыбку и дает всем бесплатно попробовать. Вот смотрите, берете палочки, подходите и пробуйте. Вот кальмарчики. Очень здорово. Надо только дождаться, пока это все прожарится. Потому что если оно не прожаренное, берем палочками. Она удивленно посмотрела, как наши русские ребята берут без палочек рыбу недожаренную и съели. Невозможно уехать из Японии без сувениров. Считается, что куклы приносят удачу. Мы набрали разных кукол. Это Хинна Мацури, такая красавица-японочка в кимоно. Конечно же, изображения Будды, магниты, японские сладости и знаменитый японский фарфор – все это тоже пользуется спросом. Но обратите внимание, что везде принимают только кэш, карты здесь не принимают. Каких-то 7 веков назад здесь стояла гигантская деревянная статуя Будды. 10 лет ее строили на деньги местной княгини и местного монаха. И она была разрушена бурей. Ни для кого не секрет, что Япония – это страна тайфунов. Тогда снова собрали деньги и решили сделать статую из бронзы и покрыли ее золотом. В некоторых местах даже осталось золотое покрытие возле ушей Будды. Статуя стояла в огромном зале. И вот, спустя 100 лет этот зал вновь разрушается тайфуном. Но ничего, японцы народ терпеливый, построили новый зал вокруг. И вот в конце 15 века большое цунами опять его разрушает. И вот с тех пор Будда стоит уже на открытом воздухе.
Статуя полая, может заглянуть вовнутрь, и посетители на протяжении многих веков оставляли там свои надписи. Вот такая непростая история у этого Будды. Робот. Он разговаривает. Привет, японский робот. Скажи что-нибудь. Привет. Hello, how are you? Нас привезли в Landmark Tower, и мы поднялись в Sky Garden на 69 этаж. Это лучшая смотровая площадка в Якогаме, откуда в хорошую погоду можно увидеть небоскребы Токио и гору Фудзи. Здесь много сувениров, связанных с горой Фудзи. Вход стоит 1000 йен, что равно примерно 500 рублей. Был понедельник, и на входе нашу группу приятно удивили, что именно сегодня посетителям старше 60 лет вход бесплатный. И многие из туристов воспользовались этим бонусом. Причем никому не пришло в голову спрашивать у них паспорта. Все на доверии. Это Япония. Якогама расположена на острове Хонсю на западном побережье Токийского залива и всего в 30 километрах от Токио. Еще в середине 19 века Якогама была крохотной рыбацкой деревушкой с населением в 600 человек, а сейчас здесь проживает более 3,5 миллионов. Сегодня город имеет важное экономическое значение. Здесь обосновались крупнейшие штаб-квартиры знаменитых финансовых, торговых и промышленных предприятий. Якогама пережила два больших потрясения. В 1923 году было ужасное землетрясение, унесшее жизни 20 тысяч человек. Тогда было разрушено больше половины зданий. А в 1945 году уже американские бомбы почти полностью разгромили город. Но японцы быстро его восстановили. Вот почему сегодня Якогама выглядит так современно. Мы нигде не увидели старых построек. А вот и знаменитое колесо обозрения Cosmo Clock Ferris Wheel высотой 112,5 метров. Оно совершает полный оборот за 15 минут. И сейчас Якогама – это морские ворота Японии для европейцев. Здесь проживает почти 80 тысяч иностранцев. Даже жители столицы приезжают сюда на работу. И город считается даже более космополитным, чем Токио, и более комфортным для жизни. Итак, отплываем из Якогамы. Был хороший день, хорошая экскурсия. Эх, до свидания, Якогама, мы еще сюда вернемся в конце круиза. Мы возвращаемся в Якогаму и отсюда уже своим ходом поедем в Токио. Очень симпатичный городок, такой современный, но в принципе Якогама это город, построенный совсем недавно.
Вот такой ежедневный утренний цигун можно было увидеть по утрам. А можно и присоединиться, но мы не решились. Но с большим интересом наблюдали, как это делают китайцы. Второй остановкой в Японии была Саката. Сакату мы покажем в следующем выпуске. Обещаем, что это будет не менее интересно. А также вы увидите, как же здорово проходит время на самом судне и что нужно ожидать от круизов. Каково же было наше удивление, когда с утра мы увидели, как нас принимали жители города. Эмоции невероятные, просто до слез. А с вами по-прежнему Вояж Дилетантов. Пишите комментарии, пишите, что понравилось, что не понравилось, тоже пишите. Оставайтесь с нами, ставьте лайки. Там-пам-пам-пам-пам-парам.